Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Среди представителей крупнейших пород домашних кошек есть как и длинноногие короткошерстные красавицы, так и лохматые увольни несколько разбойничьего вида. К гигантам одомашненных представителей кошачьего мира, чей вес достигает 15 килограммов, а то и больше, относятся особи лишь нескольких пород, и цены на них порой зашкаливают. Стоит заметить, что коты, неизменно входящие в рейтинг наиболее крупных, главным образом выделяются своим телосложением, то есть основательным костяком и мощной мускулатурой, а вовсе не тем, насколько хорошо их откормили. 10 место – шартрез. Шартрез или картезианская кошка считается французской породой. Однако историки в области фелинологии уверены, что прародителями шартрезов являются кошки, завезенные во Францию с востока во времена крестовых походов. Своим обликом шартрезы напоминают британских короткошерстных котов, однако у них иная конституция и отсутствует ярко выраженная плюшевость шерсти, свойственная британцам. При взгляде на их плотное, сбитое, компактное тело и коротковатые конечности может показаться, что эти домашние питомцы легковесные. Однако, подняв шартреза на руки, вы сразу поймете, насколько обманчиво это впечатление. Взрослые шартрезы отличаются значительной мышечной массой и могут весить до 7 кг. Они очень уравновешены и размерены, можно сказать даже флегматичны. Шартрезы очень редко мяукают, а голосок у них настолько тихий, что похож на шепот. 9 место – турецкий ван. Предки турецкого вана – аборигенные полудлинношерстные коты, с незапамятных времен жившие в местности, прилегающей к озеру Ван, расположенному на территории Турции. Взрослый турецкий ван может весить до 9 кг. Его тело мускулистое, длинное, с широкой и мощной грудью. Эти домашние питомцы очень любят водные забавы и хорошо плавают. Они очень активны, общительны, чрезмерно любознательны и эмоциональны. Также у них отлично развит охотничий инстинкт. В детстве и юном возрасте эти кошечки могут проявлять даже некоторую агрессивность, кусая и царапая хозяев. Впрочем, с возрастом их характер становится мягче. 8 место – пикси-боб. Порода, известная сегодня как пикси-боб, изначально формировалась в процессе скрещивания в природных условиях домашней кошки и бобкэта. Бобкэт – это дикая рысь. Благодаря тому, что эти животные имеют одинаковый кариотип, их потомство оказалось плодовитым. И в результате появился пикси-боб. Внешне пикси-боб напоминает небольшую рысь с коротким хвостом. У него мощное тело, крепкие лапы, дикий, слегка мрачноватый взгляд. Вес взрослого питомца достигает 9 кг. Несмотря на свой суровый и грозный облик, пикси-боб достаточно миролюбивое и спокойное создание. Он не агрессивен, крайне редко выпускает когти и в полную силу человека не укусит. Своим поведением и преданностью эти кошки походят на собак. Пикси-бобы не мяукают, а когда играют друг с другом, то рычат. Их мурлыканье не похоже на песенки домашних кошек. Оно очень зычное и тяжелое. 7 место – британская короткошерстная кошка. Это одна из самых старых и крупных английских пород. Давними предками этих животных, предположительно, являются коты, завезенные в Британию римскими легионерами еще до нашей эры. Британец – это крупный, но достаточно компактный по своей конституции крепыш, который благодаря своей великолепно вылепленной мускулатуре и необычной плюшевой шерсти выглядит куда более мощным, чем есть на самом деле. Взрослые коты весят до 9 кг. Однако вес некоторых домашних питомцев достигает 12, нетрудно понять почему. Обычно это связано с тем, что представители данной породы склонны к ожирению, потому что с возрастом становятся малоактивными. По своему характеру британские кошки спокойны и независимые, к окружающим относятся избирательно, а незнакомцев и вовсе к себе не подпускают. 6 место – норвежская лесная кошка. Эти коты являются гордостью всей Скандинавии, где они считаются аборигенными животными. Предположительно, их давними предками являются завезенные в эти суровые северные края длинношерстные представители кошачьего племени. Норвежский лесной кот выглядит мощным, но элегантным. У него крепкое вытянутое тело, задние конечности заметно длиннее передних, что более характерно для рыси, чем для домашней кошки.
Такая пропорция позволяет этому животному спускаться с высоты головой вниз по спирали, словно белка, что не свойственно большинству домашних питомцев. Вес взрослого самца может достигать 10 кг, но визуально, благодаря своей роскошной шерсти, он тянет на целый пуд. Характер у норвега такой же великолепный, как и его внешность. Он отличный и верный компаньон, очень любознательный, общительный, но не надоедливый. Кот исключительно доброжелателен и всегда готов дружить с другими домашними питомцами. Пятое место – рэгдолл. Также у них есть очаровательный подвид – рогамаффин. Рогамаффин, что в переводе с английского означает «оборванец», является творением креативной американской заводчицы Энн Бейкер, известной также в качестве основательницы породы рэгдоллов. Собственно, рогамаффины – это рэгдоллы, скрещенные с дворовыми беспородными котами. Их внешность очень напоминает образ рэгдоллов, однако эти восхитительные создания имеют более богатую палитру окрасов. У представителей данной породы удлиненное, крепкое, мускулистое тело. 4 годам, возрасту своего полного взросления, они могут набирать массу до 10 кг. По характеру они нежные, ласковые, нуждающиеся в любви и внимании хозяина, и несмотря на свой внушительный размер, совершенно беззащитные перед агрессией других животных. Четвертое место – сибирская и невская маскарадная кошки. Сибирская кошка – это гордость российских селекционеров и первая отечественная порода, признанная всеми международными фелинологическими организациями. Название породы чисто символическое, так как в селекции принимали участие животные, распространенные на всей территории России, а не только в Сибири. Сибирская кошка выглядит настоящим таежным жителем, выносливым, мощным, большим и суровым. Средний вес взрослых самцов – 10 кг, но и 12-килограммовые сибиряки вовсе не редкость. У сибирских котов крепкая нервная система и высокий интеллект. Они спокойны, рассудительны, терпеливы к детям, а к хозяину привязаны, словно собаки. Эти кошки бесстрашны и являются превосходными охотниками. Третье место – чаузи. Крупные, статные и элегантные чаузи относятся к молодым породам кошек. Они были выведены в США в 60-х годах прошлого столетия. Чаузи сложены атлетически, у них длинное тело, а высота в холке может достигать 40 см, что ставит их на 3-е место в рейтинге самых больших кошек в мире. Вес взрослого самца достигает 14,5 кг. Эти удивительные кошки обладают совершенно диким обликом. Их раскраска, хищный взгляд, охотничьи повадки заставляют задуматься, а не стоит ли их опасаться. Но при ближайшем знакомстве обнаруживается, что чаузи – это милейшее создание, ласковое, нежное, миролюбивое, любящее помурлыкать. От своих хищных прародителей эти кошки унаследовали страсть к охоте, любовь к воде и стремление покорять высоты. Второе место – мейн-кун. О котах-великанах породы мейн-кун стало известно еще в середине 19 века, когда их начали демонстрировать на ярмарках, проводимых в северо-восточном американском штате Мэн. До сих пор популярны легенды о том, что мейн-куны появились в результате скрещивания домашних кошек и диких животных, среди которых называют енота и рысь. От енота мейн-кун якобы унаследовал свой хвост с отличительным окрасом, а от рыси – очаровательные кисточки на ушах. Эти эффектные версии красивые, но с точки зрения генетики не выдерживают критики. Самцы данной породы могут весить до 15 кг, а самки до 6. Высота мейн-куна может достигать 41 см. У них большое и длинное тело, мощная грудная клетка, отлично развитая мускулатура, толстые крепкие лапы. Помимо своей мощи, мейн-куны могут гордиться и роскошной густой шерстью. Итак, первое место – саванна. Саванна – это крупнейшая на планете домашняя кошка, которая относится к самым редким, дорогим, экзотическим и молодым породам. По сути, саванна является гибридом домашней кошки и африканского сервала, хищного млекопитающего. Саванна – это великолепное, сильное животное, вес которого достигает 15 кг, а иногда и превышает этот показатель. Длина тела кошки около метра, а высота в холке порядка полуметра. Отличительные особенности ее внешности – вытянутая шея, благородно посаженная голова, высокие стройные конечности, густая шерсть и большие уши.
Несмотря на то, что взгляд у саванны дикий и, можно даже сказать, недобрый, она совершенно не агрессивна. Эта кошка достаточно общительна, доброжелательна к детям, предана хозяину. Отлично, словно собака, принимает команды и без капризов готова гулять на поводке. Однако в городских условиях саванна испытывает дискомфорт, так как нуждается в активном образе жизни. Она должна иметь возможность реализовать свои инстинкты, забираться на высоту, охотиться, прыгать, демонстрируя чудеса эквилибристики. С места этот домашний питомец вполне может сигануть на 3,5 метра вертикально. Саванны совершенно не боятся воды, напротив, не прочь совершить заплыв на достаточно приличные расстояния. Надеюсь, видео вам понравилось. Приходите снова на канал. Всего вам доброго!